После того, как мы настрочили молнию на одну сторону, мы должны застегнуть вторую сторону и перенести линии сопережения на другую сторону молнии. Мы берем в первую очередь, вот у нас пояс, и мы укладываем шов соединения пояса с деталью нижней пояса и под прямым углом молнии отмечаем на другую сторону. Здесь у нас будет линия прикладывания пояса на другой стороне. Дальше в области кармана, на уровне строчки настрачивания кармана, важно, чтобы было приложено под прямым углом. Перенесли. По горловине тоже под прямым углом. Прямой угол у молнии находим середину зубчиков, можно ограничитель линейки, или край тесьмы. И прикладываем вот это вот шов втачивания и отмечаем линию. Вот, и верхний ограничитель. Вот, хочу пометить, что верхний ограничитель отмечаем, где он у нас должен быть, этот верхний загиб, на какой стадии, на каком уровне. И вот так вот перегибаем. Я рекомендую перегибать домиком. Это самый такой практический метод. Вот я сейчас начерчу, где у нас должна быть вторая линия. Вот, симметричность. Сейчас мелком сделаю. Вот она, вторая сторона. И сейчас я загну ее под прямым углом. Вот. И уже вторую сторону мы скалываем уже с другой стороной. Вот я сейчас перенесу ее на другую сторону. Вот оно. По линии кармана. Вот. И по линии пояса. Можно булавочками, но я могу и так. И все. Дальше уже начинаем. То же самое скалываем, но уже упираемся на наши намеловки, которые мы должны совместить и сопередить. По низу тоже все хорошо. И по верхнему краю у нас получается, ну вот так и получается, где-то 0,2 сверху. Все, можно сказать, идеально. Сейчас я тоже должна соединить, уже ни в коем случае не должна отойти от нашей отмеченной намеловки. Ну вот, смотрите, притачали мы молнию. И после того, как мы притачали, мы должны проверить на симметричность наших линий, которые подвергаются симметрии. А именно, вот смотрите, молния вообще волной не идет. Вообще так ровненько, все хорошо получилось. А именно, по шву притачивания пояса все идеально ровно. По низу, если мы перегнем, тоже все идеально ровно на одной линии. По шву настрачивания кармана вообще все идеально. Никаких гвоздей, как говорится. По шву втачивания воротника вообще все идеально. На одной линии. Вот даже вот линеечку приложу. Прям все ровно. И по верхнему краю
тоже по верхнему краю воротника. Важно знать, чтобы у нас воротники были на одном уровне, на одной линии. Ровно. Все. Дальше ничего исправлять мы не будем. Дальше, получается, мы должны соединить вот эту вот нашу, как говорится, систему, так называемый подбор с обтачкой. Мы должны с воротником и с срезом борта. Но для этого мы должны сначала найти точки совмещения. Так как мы кашкарсе почти на 6 сантиметров убавляли самого воротника ткани верха, получается, мы должны обязательно отметить рассечку середины, перенести, то есть получается перенести уже с втаченного воротника, перенести на внутреннюю сторону воротника середину. И вот я укладываю середину, сейчас даже скалю. Вот я укладываю. И получается, что срез уравняю и распределяю. И обязательно делаю намеловку на кашкарсе, где же у нас линия плечевого шва. Вот, я уже отметила, они нам очень нужны. На другой стороне то же самое. Теперь нам необходимо соединить подборт. Получается, что прежде чем нам соединить подборт с бортом, нам нужно вточить подборта и горловину обтачки во внутренний воротник. Это у нас будет кольцом. Для этого мы должны их соединить. Вот срез воротника и срез подборта укладываем. Вот теперь нам нужна вот эта рассечка. Рассечку, которую мы уточнили, линия плечевого шва и шов соединения обтачки с подбортом, совмещаем. Середину. Кстати, я пришила вешалку. На обтачку я пришила вешалку. Сделала вешалку из шнура. Тот шнур, который у меня будет по лицевому вырезу капюшона. Середину воротника и середину обтачки. И дальше ну вот, сейчас я должна вот это вот внутренний воротник втачать в срез горловины подборта и обтачки. После того, как мы соединим воротник с горловиной подборта, мы уже сможем соединить подборт с бортом по шву притачивания молнии. После того, как мы соединили, втачали обтачку и подборт на внутреннюю часть воротника, нам нужно соединить подборт с полочкой. Для этого по верхнему краю воротника мы перегибаем и перегибаем прям впритык, прям в стык нашего края молнии. Вот должно быть прям впритык. Я скалю.
швы втачивания воротника внешней стороны и внутренней стороны должны совместиться. Тоже должны совместиться. Дальше по низу. Пояс перегибаем. Вот у нас есть рассечка. И упираемся на нижний ограничитель молнии. Тоже так же, прям впритык. И вот у нас все идеально совместилось. Ой, палец. Мы зафиксировали по воротнику и по поясу. И вот у нас выходит так, что подборт у нас свисает. Вот представьте, что было бы, если бы мы не закрепили флизелином или дублерином срез полочки. Из-за того, что я изначально закрепила, полочка у нас не вытянулась, а подборт вытянулся, потому что на подборт я не стала закреплять. Ну, ничего страшного. Сейчас, получается, я должна подборт просто распределить всю равномерную посадку по всей длине. И буду соединять уже полочку с подбортом строчка в строчку или на 0,1 от шва притачивания молнии в сторону зубчиков. Ни в коем случае не в сторону среза, а в сторону зубчиков. Сейчас обе стороны я должна соединить. После того, как мы соединили подборт с молнией и с бортом, а именно с полочкой, мы должны вывернуть наизнанку. Вот одна сторона уже у меня сделана, другая. Мы должны вывернуть и обязательно наметать ручными стежками для того, чтобы нам отутюжить. Чтобы вот здесь вот при выметывании не было никаких складочек, ровненько было и красиво. Одну сторону я уже наметала, отпарила. И сейчас нам нужно такую маленькую, но важную обработку. Вот смотрите, вот здесь вот, то есть нам нужно закрепить два воротника между собой. Вот смотрите, швы втачивания воротника внешней стороны и внутренней стороны здесь у нас разутюжено. А вот здесь вот мы делали натечки. И вот получается, вот эти вот у нас разутюжены. И примерно отступя от борта 5 сантиметров, скалите булавочкой, но совмещая вот эти швы втачивания между собой. Скалите булавочкой с одной стороны, вот с другой стороны. И тем самым, кто помнит, что мы делали вот здесь вот натечку для плавного перехода. То есть вот это место у нас будет разутюжено. А потом оно у нас перейдет на направление среза в одну сторону. Распределяем, чтобы вот здесь вот не было никакого наплыва ни у внешней стороны воротника, ни у внутренней стороны воротника. Распределяем. Вот я рукой вот здесь поправляю, держу, зафиксировала и скалываю булавочкой. Все. По срезам борта в области полочки у нас зафиксировано. Дальше нам нужно распределить плечевые швы между собой. То есть плечевой шов обтачки и плечевой шов самого изделия совместить. Середину совместить. И другой плечевой шов между собой. Получается, что я должна сейчас
начиная вот от нашей вот этой вот рассечки, где мы делали, проложить закрепляющую строчку, строчка в строчку, втачивание воротника, 2 воротника уже вместе. Вот смотрите, что у нас получилось. Вот воротник я уже обработала. Вот получается там внутри у нас маленькое такое вот отверстие, которое дает возможность швам быть разутюженными. Вот они там разутюженные. И где мы делали натечку, отсюда мы уже закрепляем сразу 2 воротника вместе и направляя срез в сторону изделия. Швы втачивания воротника, так как у меня с обтачкой, обметывать я не стала, а просто зафиксировала строчкой, закрепляющей строчкой по спинке, по горловине спинки, не насквозь, а только за припуск. Вот. И закрепила по плечевому шву саму обтачку за припуск плечевого шва. Все, воротник у нас готов. Дальше нам нужно обрабатывать пояс и притачивать манжеты.